Ты высыпаешься? Куда высыпаюсь? Эта шутка мгновенно обрела популярность в социальных сетях. А все потому, что актуально для 99% людей. Бешеный ритм жизни, высокая конкуренция, все усложняющиеся задачи, непрекращающийся информационный поток, частенько все это приводит не к успехам и достижениям, а к усталости и неврозу. В этом видео хочу поделиться с вами 3 суперскими способами, как все-таки можно все успевать и при этом высыпаться, не уставать и быть в ресурсе. Итак, способ первый. Увеличение продуктивности. Съешьте лягушку. Если вы хотите быть более продуктивным в течение дня, воспользуйтесь советом Марка Твена. Писатель как-то сказал: если с утра съесть живую лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Конечно, не нужно в буквальном смысле съедать лягушку. Просто важно поставить самые сложные задачи или малоприятные дела в начале списка дел. Согласно исследованиям, люди стараются отложить самые важные трудоемкие задачи на потом. В итоге такие задачи остаются без выполнения. Что для вас является той самой лягушкой? Скорее всего, это самая неприятная задача, которую хочется откладывать на потом вечно. Вот ее и нужно выполнить в первую очередь. А дальше день пойдет как по маслу. Это очень банальный способ, который весьма распространен, но почему-то никто им не пользуется, а он является чуть ли не самым действенным. Второй способ. Определите, какие дела являются важными, а какие нет. В этом вам может помочь матрица Дуайта Эйзенхауэра. Это таблица, куда вы заносите список дел в соответствии с их важностью и срочностью. В левый верхний квадрат попадают дела, которые невозможно отложить на завтра, и задачи, требующие немедленного реагирования. Заблаговременное планирование помогает уменьшить количество таких дел, но избавиться от них полностью удается редко. Их мы делаем в первую очередь. Важные несрочные дела из верхнего правого квадрата мы, напротив, склонны откладывать на потом. А ведь, как правило, именно эти дела приближают нас к нашим долгосрочным целям. Именно в этом квадрате находятся задачи, заблаговременное решение которых поможет избежать авралов. Их необходимо выполнять во вторую очередь, как только все срочные вопросы разрешены. Вы обязательно должны делать в течение дня хотя бы одно дело из верхнего правого квадрата. Планируя свой день, распишите все текущие вопросы в соответствии с их важностью и срочностью и оцените, какие из них вы можете делегировать, какие отложить, а за какие необходимо взяться немедленно. Это поможет сэкономить время и силы. И еще один очень важный момент: когда вы составляете расписание на день, обязательно оставляйте в нем свободные окна для неожиданно возникших задач. И выделяйте время на отдых, обед, прогулку и спорт. Это поможет вам все успевать и не загнать себя. И третий способ – избегайте поглотителей времени. Есть несколько самых распространенных типов поглотителей времени. Прерывающие события, то есть телефонные звонки, визиты, электронные письма или сообщения в мессенджерах, на которые нужно срочно ответить. Справиться с ними поможет, во-первых, тренировка воли, а во-вторых, четкая организация работы. Приучите себя не отвлекаться на случайные раздражители, продолжайте решать текущую задачу. Это можно сделать, если отключить звук в телефоне, не проверять почту, поставить на столе значок «Я занят», закрыть дверь, ну и все в таком духе. Пустая трата времени. В очереди на совещании, где вы обязаны присутствовать по долгу службы, постарайтесь договориться, чтобы вас приглашали лишь на ту часть совещания, где вы действительно нужны. Берите с собой ноутбук, чтобы поработать во время ожидания вашей очереди. Времяпровождение и разговоры. Чтобы не тратить рабочее время на общение с коллегами, друзьями или в социальных сетях, выделите для этого специальное время в течение дня. Помимо всего вышеперечисленного, наше время крадут неспособность четко ставить задачи, неэффективное планирование дня, отсутствие приоритетов и нереалистичная оценка собственных возможностей. Другими словами, главный поглотитель времени – неумение этим самым временем управлять. Начав применять на практике советы, о которых мы с вами поговорили, вы обнаружите, что 24 часов в сутки хватает на все: на работу, на отдых, на решение текущих бытовых проблем и на то, чтобы шаг за шагом двигаться к достижению ваших глобальных жизненных целей. Надеюсь, вся вышеизложенная информация была для вас полезна. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!